Всех приветствую на канале Бенди Крипто, и давно у нас не было обзора рынка, и в этом видео мы сделаем обзор рынка, я вам расскажу свое мнение, что нас ждет дальше, и когда же у нас будет наконец-таки этот альт-сезон бычка, когда все будут зарабатывать бешеные иксы, поэтому влепите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. А начнем мы с короля всех криптовалют, точнее даже, можно сказать, единственной нормальной криптовалюты это биткоин, потому что альткоины по умолчанию скам, и если вы не понимаете почему, то альткоины созданы для того, чтобы выбирать деньги у ритейл игроков. Да, они в моменте могут давать больше, но зачастую альткоины всегда на дистанции падают к биткоину. Поэтому биткоин единственная настоящая криптовалюта, актив, который будет, скорее всего, расти еще долго и очень долго. Ну, на дистанции. Вот, поэтому мы переходим к королю наших криптовалют, BTC. Что мы видим на графике? Мы видим понижающиеся максимумы. Это нам, соответственно, говорит о том, что идет у нас локально снижающийся тренд. Если даже посмотреть более глобально, ну как глобально? Глобально в плане полугода получается, вот мы уже больше полугода снижаемся, вот у нас идет постепенно понижение лоев. Тут у нас оно вообще ускорилось, то есть у нас еще быстрее стали понижаться лои. И завтра у нас решение по процентной ставке ФРС США, то есть там закладывают рынки снижение ставки процентной, а на первом понижении ставки, то есть 18 сентября, это будет понижение, скорее всего, рынки всегда дропались. Они падали всегда на процентной ставке, на понижение процентной ставки. Может не сразу, может чуть попозже, но падают. Поэтому я ожидаю по BTC поход, как бы вот лои тоже понижаются, и возможно даже вот сюда куда-то в зону 48. Да, в зону 48, у нас есть зона поддержки, вот она. Поэтому даже можем сюда упереться в зону 46. Поэтому я ожидаю дропчик по битку. Опять же, это все локально. Я не думаю, что мы там прям будем снижаться там вплоть до 30, еще ниже. Но локально картина нам показывает о том, что идет у нас понижающиеся максимумы, понижающиеся минимумы. И это говорит нам о снижении тренда, ну, о локальном снижении тренда. Вот, чтобы нам начать расти по BTC, нам нужно закрепиться хотя бы выше 65 тысяч долларов. Сюда вот мы проходим, дампимся, получается, потом возрастаем, закрепляемся над этой зоной, и тогда уже можно говорить о восходящем тренде, о бычке, продолжении бычки и прочем. Пока что мы находимся, видите, лои понижаются, поэтому что-то прогнозировать насчет роста я не рискнул, скажем так. А вообще в идеале закрепляться выше зоны вот 70 тысяч долларов. Вот это было прям идеально. Вот, поэтому пока что по BTC жду дроп. Возможно завтра, возможно послезавтра. Но жду дроп в зону, ну, ниже 50 тысяч долларов. Давайте так консервативно возьмем. Вот ниже 50, хотя бы до нижней границы вот этой вот воображаемой линии, которую я нарисовал. Вот хотя бы сюда мы, я думаю, точно придем. Вот, я уже давно в рынке. У меня есть просто стейблы и у меня есть доход. Поэтому я иногда докупаю криптовалюту, но так-то я уже почти полностью в рынке. Давайте перейдем к эфириуму. Ситуация тут, конечно, поплачевнее, чем на BTC. Тоже у нас снижающиеся максимумы идут, то есть тут вообще прямо они начали конкретно снижаться, то есть еще началось, короче, ускорение локального нисходящего тренда вот прям под таким наклоном. Вот, и по эфиру я жду дроп как минимум к 2000 долларам, это как минимум, а как максимум 1800 даже ниже. У нас тут вот есть зоны, такие вот проторговочки, поэтому можем сюда, в принципе, снижаться. По эфиру я тоже жду дропчик. Опять же, это все локально, глобально. Я верю в альт-сезон, в бычку, которая будет в 2025 году. Да, в 2025 году, в 2024 начнется зарождение этой бычки. Сейчас вам расскажу причины, по каким. Вот у меня есть примерно дата, которую я отметил себе. Опять же, это лично мое мнение. Это у нас 24 ноября 2024 года. 11 ноября 2024 года, вот. Да, это у нас график доминации биткоина, то есть сколько биткоин занимает от общего рынка криптовалют. На данный момент доминация просто хай за хаем, 58%. Последний раз такая доминация была очень давно. Давайте даже посмотрим. Последний раз такая доминация была в 2021 году, когда у нас начинался альт-сезон. И когда у нас просто доминация полилась вниз, и тогда у нас просто лютый альт-сезон начался. Вот сейчас мы растем по доминации, и пока что снижение вообще не планируется, потому что явно восходящий тренд, каждый максимум выше, минимум выше, ну не каждый, но глобально выше. И я думаю, что мы пробьем даже отметку 58,8, возможно даже на каком-то рецессии, либо каком-то жестком фаде, скаме чего-то можем взлететь до 60 тысяч долларов куда-нибудь сюда. И я жду после ноября снижение по доминации, то есть плавное снижение по доминации, то есть мы как-нибудь вот так выходим,
Ну, не прям так резко, там, естественно, проторговка, и начнем медленно снижаться, и в каком-то момент мы можем бам, дропнуться, и здесь вот произойдет прям полноценный альт-сезон. Опять же, локальное снижение доминации, да, будут альты расти, но это не альт-сезон. Нужно, чтобы доминация конкретно упала хотя бы к 45%, 40-35%, вот там, вот тут будет конкретный альт-сезон, когда будет просто нереально все расти. Пока что доминация у нас растет, и о альт-сезоне говорить рано. Нам надо хотя бы начать уже вот снижаться вот хотя бы под эти вот, хотя бы к 54%, вот эти вот лои хотя бы обновить. Поэтому пока что мы растем, доминация новый хай, и, блин, я свою дату подвинул вот так. Поэтому ждем снижения доминации. Следующий у нас график это эфир к биткоину, тут давайте более глобально посмотрим. Выберем, получается, месячный таймфрейм, потому что это большой график, который нам тоже много может чего подсказать. Смотрите, я уже себе сделал такие отметки, я в своем закрытом сообществе криптобаза поделился этим мнением, с вами теперь поделюсь в паблике. Если хотите вступить в мое закрытое сообщество и подробнее знать, что там, то можете перейти по ссылочке в описании. Смотрите, ситуация, это, подождите, я недельно выбрал, нужен один месяц, вот. Вот она, вот у нас график. Я, одной рукой, неудобно, потому что второй держу микрофон, у меня нет подставки. Поэтому буду стараться меньше монтажа добавлять такие вот видосики, потому что тут мы анализируем ситуацию. Смотрите, 2017 год. У нас было, получается, пробитие вот этой вот зоны поддержки, скажем так. И вот один бар, получается, это один месяц. Вот, то есть раз, два месяца мы снижались, потом начали плавное восстановление и альт-сезон. Бам, выстрелили. Теперь у нас ситуация похожа. Мы пробили локальную зону поддержки. Вот, смотрите, первый, сентябрь, второй месяц. И, возможно, в октябре, что я реально ожидал, что в октябре, ноябре мы начнем разворачиваться потихоньку. И альт-сезон у нас будет где-то в 2025 году, то есть не в этом году. В этом году мы просто начнем плавно там какой-то разворот. Но альт-сезон все-таки я ожидаю, то есть как-то такая проторговочка, пробитие, бам-бам-бам и выстрел в 2025 году. Вот, я ожидаю такого исхода событий. Это уже 27-й год перешел. Вот здесь вот. Где он 25? Вот здесь вот, короче. График надо немножко подвинуть. Так, назад. Короче, вот такую штучку я ожидаю. Бам-бам-бам. И вот здесь вот где-то будет альт-сезон. Вот 25-й год. Возможно, первый квартал 25-го года. Опять же, будем смотреть, что будет происходить по ситуации. Как-то очень далеко прогнозировать бесполезно, потому что могут всплыть факторы, которые мы не можем повлиять. Поэтому я жду такого. Вот. 2021 год, у нас тоже достаточно было пробитие зоны поддержки, но мы тут гораздо дольше торговались, мы почти даже больше полугода тут торговались, потом только вышли, протестировали сверху и только потом улетели на альт-сезон. Вот, в 2027 году, конечно, был помощнее выстрел, в 2025 я тоже ожидаю где-то вот такой вот мощный выстрел, потому что у нас достаточно больше людей стало участвовать в крипторынке, плюс эти все тапалки, которые приводят новую аудиторию, поэтому 2025 год обещает быть интересным. Опять же, держим свои альты как можно крепче. Еще у нас есть такой вот график. Обычно, когда, получается, это количество доминация стейблкоинов. Если доминация стейблкоинов снижается, то значит деньги перетекают в активы. Сейчас доминация стейблкоинов растет, то есть деньги уходят из активов. Опять же, по альтам это видно, они просто, Starknet, лой за лоем обновляет. У меня там есть локальная зарисовка, но неважно, короче. Альты почти все скамятся. Пепе хорошо держится, Пепка. Но такое у нас тоже падает. Поэтому альты себя чувствуют достаточно плоховато. Это можно увидеть по графику, где он Total 3. Total 3 наш график, вот он. Альты даже не на пике 2021 года сейчас, то есть они в локальном нисходящем тренде. Опять же, вначале я жду разворота по эфиру, потому что эфир это главный, мастодонт, это альткоин всех альткоинов. И как только будет разворот здесь, на этом графике, тогда можно будет говорить о начале альт-сезона. Именно полноценный разворот, хотя бы вот эти вот максимумы обновлять. Вот, поэтому пока что рано об этом говорить. И сейчас я просто считаю, что нужно закупаться, да, несмотря на то, что я жду дамп, я потихоньку докупаюсь, об этом я пишу в своем закрытом телеграм-канале криптобаза, что я покупаю, какие альты. Поэтому я жду дампа, при этом я закупаюсь, и сейчас я жду 18 число и буду смотреть, что будет по ключевой ставке, снизит ее, не снизит, и что будет происходить с рынком. Если будет все падать, я буду покупать. Буду жаднейше откупать рынок. Поэтому ждем альт-сезон в 2025 году, покупаем крипту, надеемся на рост и кайфуем от жизни. Все, увидимся с вами в следующих видосиках. С вами был Бенди Крипто. Поставьте лайк, подпишитесь и всем пока.